Интернет– это безграничный мир информации, в котором есть как развлекательные и игровые порталы, так и полезные сведения для учебы и расширения кругозора. Однако нужно понимать, что виртуальный мир может быть опасен. Неправильное поведение в интернете может причинить вред не только вам, но также вашим родным и близким. Чтобы обезопасить себя, достаточно соблюдать правила, о которых мы вам сейчас расскажем. В них нет ничего трудного. Отнеситесь к ним серьезно и поделитесь этой информацией со своими друзьями. С помощью каких устройств вы выходите в интернет? Наверняка это смартфон, планшет, ноутбук, а может быть даже умные часы. Нам удобно находить информацию в сети через эти устройства, потому что они небольшие, удобные и стильные. Для защиты своих гаджетов от киберпреступников запомните простые правила. Используйте сложные пароли. Регулярно меняйте пароли и никому их не сообщайте. Пароль должен содержать сочетание цифр, прописных и строчных букв, а также специальных символов, и тогда вас никто не взломает. Пользуйтесь антивирусами. Любому гаджету могут причинить ущерб вредоносные программы. Они могут скопировать, повредить или уничтожить важную информацию. Их называют черви, трояны, шпионы, но суть одна – все это вирусы. Для защиты компьютера на нем устанавливаются специальные защитные программы. Используйте только лицензионное программное обеспечение и не забывайте регулярно устанавливать обновления. Никому не передавайте свои личные данные. Это могут быть логины, пароли, данные банковских карт, свидетельств о рождении, паспортные данные и, конечно, личные фотографии. Такие цифровые следы тянутся за вами всю жизнь и могут навредить на пути к достижению поставленной цели. Игнорируйте в интернете подобные запросы. Важно запомнить правило: документы всегда хранятся в сейфе. Не сообщайте свой адрес или телефон незнакомым людям и никогда не выкладывайте его в интернете. Уж точно не надо никуда отправлять свои фотографии без разрешения родителей. Помните, что преступники могут использовать эту информацию против вас или ваших родных. Никогда не соглашайтесь прийти в гости к человеку, с которым вы познакомились в интернете. Если встреча все-таки необходима, она должна проходить в людном месте и желательно с присутствием родителей. Помните, что под маской вашего ровесника может скрываться взрослый человек с преступными намерениями.